Сейчас я приглашаю к этому звонку человека, который откликнулся на нашу просьбу. Вот, я вам скажу, что я искал юридическую поддержку, начиная с конца 2023 года, потому что юридические аспекты, скажем, американского права, я в нем не знаком, оно специфическое, и, соответственно, требовалась помощь компетентных людей, адвокатов, юристов, там, компаний и так далее. Вот, я провел бесчисленное количество переговоров с американскими адвокатами. Ну, естественно, мы ограничены в плане языкового были, потому что очень сложно с только американоговорящими было юристами работать, поэтому я искал, естественно, тех, у кого были специалисты на русскоговорящие. Вот. И все предложения, которые я вот находил, я их скидывал в чат, они все были плати вперед, назовем их так. Вот. И они нам не подходили. В особенности не подходили потому, что затрачиваемые средства каждого участника на взаимодействие с этим адвокатом, оно в конечном итоге математически, экономически выходило дороже, чем взыскать эти средства. Вот. И, как я уже написал, удача на нашей стороне. Мне посчастливилось познакомиться с Сергеем Храбрых, вот, которому я объяснил, в чем наш кейс, в чем наша задача, и он откликнулся с теми условиями, о которых можно было только мечтать, о которых мы, собственно, которые мы и хотели. То есть мы отправляли запрос во Вселенную, вот, и нашелся такой человек с его правозащитной организацией Арго. Сергей. Добрый день всем участникам. Народ подтягивается, еще больше становится людей. Ну, давайте, Евгений, у нас пауза затянулась такая, чтобы людей не передержать. Вот. Значит, я начну коротко со вступления о себе, об организации, которую я возглавляю. Я не один. Зовут меня Храбрых Сергей. Я возглавляю французскую правозащитную ассоциацию. Сложное название. Asylum Research Global Assistant, ARGO. Мы ее все называем сокращенно. Значит, 3 года уже ассоциации. Вот. Но основными направлениями являлась до прошлого года международная защита. Мы взаимодействуем напрямую с Генеральной Ассамблеей Интерпол. Это организация, которая вносит изменения в устав, в Конституцию Интерпол, то есть это не штаб-квартира. Подготовим для них статистику, научные исследования относительно правонарушений в Российской Федерации, в странах СНГ. На днях завершаем большой фильм с BBC, документальный как раз на эту тему. Отдельно взаимодействуем с Организацией Объединенных Наций с точки зрения защиты прав человека. В прошлом году, уже больше года назад, ко мне обратились представители миноритарных акционеров Лебединского горно-обогатительного комбината, простые горняки. Значит, они больше 17 лет добивались компенсации. Значит, в 2007 году их акции были выкуплены, только в Российской Федерации есть такой закон о том, что мажоритарные акционеры имеют право принудительным порядком по цене, которая им кажется приемлемой, выкупать акции. И, в общем, инициативная группа долго боролись, проиграли все суды в Российской Федерации. Надо сказать о том, что собственники этого Лебединского горно-обогатительного комбината — это Алишер Усманов и Андрей Скотч, небезызвестные всем люди. И в данный момент мы представляем их интересы с иском в высоком суде Лондона. У нас есть там хорошие коллеги, партнеры, баристеры. Получаем поддержку на уровне государственных структур. Дело большое и громкое. В Соединенных Штатах Америки ведем несколько дел. Не могу, к сожалению, раскрывать их детали и тонкости, но это связано с защитой активов. Оттуда мы взыскиваем из средств замороженных, ранее принадлежавших или пока еще принадлежавших банку ВТБ российскому. Там есть очень крупная сумма денег в одном штате. И таким образом, когда мы... На «ты» можно, да, Евгений? Да, конечно. Да, когда я услышал тебя, увидел это обращение, вот, тут, собственно говоря, это называется оказия. То есть мы уже там, у нас есть там коллеги, есть адвокаты, юристы в США, довольно-таки известные есть. Я думаю, что знаю о том, что в нашем деле будут принимать и лоббисты,
на высоком уровне. То есть, ну, это известные люди, и в Соединенных Штатах Америки лоббизм не запрещен, наоборот, приветствуется, если это на законном основании. Значит, в состав моей организации входят юристы-адвокаты в Европейском Союзе. Вот. Также мы представлены, есть подразделения в Арабских Эмиратах, есть подразделения в Лондоне. И есть не подразделения, но наши представители в Соединенных Штатах Америки. Когда я стал разбираться с этим делом, значит, первое, на что я обратил внимание, о том, что в принципе а, есть аресты, то есть завершено расследование, есть вынесенные приговоры. Поэтому, в принципе, если в данный момент мы сможем консолидировать все усилия, собрать как можно больше заявок от доверителей, то у нас есть хорошие шансы, причем мы действуем строго в легальном поле. У меня хорошие близкие контакты с журналистами из BBC, New York Times, Bloomberg. Вот. Но здесь важно понять повестку. То есть я, конечно, со всеми проведу переговоры о том, чтобы привлечь средства массовой информации к этому кейсу. Но, в принципе, в моем понимании, это рабочий кейс, абсолютно не, ну, который затруднен бюрократией, мы понимаем, и плюс ко всему непонятными высказываниями официальными публичными нового президента, да, о том, что там будут формироваться резервы из криптовалют, то есть тоже есть такой момент, но это на самом деле больше на уровне домыслов. В Соединенных Штатах Америки закон работает, закон для всех един, ну, вот, поэтому если мы правильно сформируем и самое главное разложим на этапы, на очереди наши заявки, то есть не станем дожидаться, когда соберутся все, да, или там большинство, а вот как правильно ты предложил, разобьем это все на этапы. То есть первый этап сейчас, соберем первых доверителей с тем, чтобы уже выступить. И дальше людей станем присоединять, то у нас ждет успех, на мой взгляд, от 6 до 12 месяцев. Вот, мы уже обсудили, мы подготовили соглашение, подготовили заявки, значит, мы идем за свой счет, то есть есть у нас, повторю еще раз, оказия, мы уже там, и мы ведем уже там довольно-таки крупные дела, поэтому здесь в данном случае нет никаких секретов, мы уже там, и мы уже работаем. И гонорар успеха, о котором мы говорим, он предполагает только лишь процент от взысканных средств, то есть уже в момент перечисления каждому из доверителей. То есть здесь никакой хитрости, наоборот, все предельно ясно и понятно. Да, это отличные условия, а, ну, на которые очень много людей, которые ко мне обращались, они говорили, что вот если бы была бы такая возможность, ну, то есть вперед не платить, потому что, ну, гарантий нет, непонятно, придут, не придут деньги, вернется, не вернется, вкладывать еще больше как бы не хочется. Да и у многих ситуация такая, что и нечего вкладывать. Вот. А вот если взыщут деньги, то люди готовы платить за успех, так скажем. Хорошо, ну здесь у людей уже доверие утрачено, поэтому я вот, как мы обсуждали, предлагаю просто придать динамику делам, Мгм. сформировать первую очередь, двинуться, получить первые ответы, получить первые результаты, и тогда люди вновь поверят, то есть, ну, лучше любых слов действия. Почему мы до 7 июня ограничили приемку заявок по первой очереди потерпевших? Я предлагаю, Евгений, перейти к вопросам, чтобы у нас народ не засыпал. Мгм. Да, Вот. значит, мы подготовили порядка 30 вопросов, поэтому если по минуте на каждый, это у нас 30 минут займет. Вот, Да. постараемся быстро. Значит, первый вопрос. Вообще, что на данный момент происходит с делом Airbit Club вот с точки зрения бумаг, документации? Значит, с точки зрения документации, на данный момент дело Airbit Club рассматривается в США в рамках переговора по делу номер 20 СТ-398 в Южном округе. Значит, Нью-Йорка, ключевые фигуранты уже осуждены, включая Доса Сантоса, который является основным организатором. Активы конфискованы, и судебным приказом уже назначено, ну, решение, приказ, у них это называется решение, назначена фаза компенсации, называется она рестутисьон, вот, но это по-французски, по-английски рестутисьон, ну, в принципе, одно и то же. Поэтому наша задача правильно сформировать заявки, правильным образом обратиться во все структуры, не нарушая последовательности, не нарушая подчиненности и субординации, получить ответы и таким образом дождаться своей очереди для получения средств. Угу. Окей. Так, второй вопрос. Кто официально признан потерпевшими по делу? Значит, потерпевшими признаются абсолютно все лица,
которые вложили средства в эту схему, вне зависимости от периода, в начале это было, в середине это было или в конце, вне зависимости страны проживания, то есть если у кого-то складывается впечатление, то есть здесь геополитический фактор совсем никак не рассматривается, в том числе и происходящие, ну, так скажем, мы без политики, происходящие изменения в санкционном режиме, они никак никого не касаются. Соответственно, единственное, что важно понимать, при наличии доказательств, но доказательства могут быть либо логическими, вот, либо документальными подтверждениями. Да, вот это вот следующий вопрос как раз вытекает из этого ответа, да, то есть Мгм. какие вообще заявки могут быть приняты, если нет, например, у человека скринов, чеков, там, переписок, каких-то Мгм. подтверждений, то что этим людям делать? Значит, в этом случае, ну, так бывает, и согласно американского законодательства, значит, достаточно в этом случае письма о регистрации, логина, ID-аккаунта или показаний свидетелей. То есть, если, предположим, ну, люди сожительствуют, и, условно говоря, супруг или супруга произвели эти действия, то свидетельские показания, ну, единственное, что важно понимать, их должно быть не меньше двух таких людей, свидетелей. Они должны быть написаны, составлены на родном языке, но переведены присяжным образом, ну, либо апостиль, по-разному, в разных странах это называется. То есть свидетельские показания должны быть оформлены правильным образом, согласно требований США. Таким образом, все люди, которые смогут подтвердить, вот это как раз есть логические объяснения, не документальные, также могут претендовать, их заявки станут рассматриваться. Мгм. Но в целом вы ответили в том числе на вопрос, какие доказательства считаются минимально достаточными. То есть, ну, вот, это все перечислили. Давайте тогда к Ну, следующему здесь я вопросу. прошу Мгм. прощения, еще один момент. Даже вот что касается свидетельских показаний, например, ну, предположим, людей очень много, и, допустим, кто-то вот утратил совершенно все возможности подтверждения. Нет скринов, нет подтверждений, но, возможно, при пользовании он, ну, условно говоря, заходил через устройство, либо персональный компьютер другого человека, там, не знаю, знакомого, и тот сможет подтвердить о том, что был вход через его компьютер, есть доступ, это тоже является доказательством. Я просто дополнил формулировку, что есть свидетельские показания, чтобы у людей полное понимание сложилось. Так тоже бывает, и в принципе это тоже есть доказательство. Извиняюсь, Евгений, перебил. Мгм. Не-не-не, это отличное дополнение. Я здесь тоже могу еще сказать, что очень многие обращались в техническую поддержку. Перед этим они, скорее всего, связывались с людьми, которые их пригласили. Поэтому поднимайте вот эти все переписки, ребят, смотрите, то есть в любом случае вы скидывали какие-то скрины, что-то у вас там не работало. Мгм. Вот это все, оно все подойдет. Поэтому все, что найдете, вот просто как бы выделите на это время, все прикладывайте, и ваш пакет, ваш кейс, он будет формироваться индивидуально. Да, очень важно понимать о том, что на этапе до того, как были вынесены судебные решения, то есть на этапе следствия, расследования, а, была необходимость обращаться в техническую поддержку. Техническая поддержка временно осуществлялась временной администрацией, то есть после того, как произошел арест. Но в данный момент мы теперь уже имеем дело, по сути, с судебной системой Соединенных Штатов Америки и следуем согласно уголовно, ну, не уголовно, а процессуальному кодексу Соединенных Штатов Америки. То есть это уже другая история. То есть здесь технические поддержки нам уже, в принципе, и не помогут. Да то есть это упрощает задачу, так скажем, в нашем случае. Мгм. Окей. А существует ли крайний срок подачи вообще этих заявлений? Ну, на данный момент дедлайна не объявлено. Значит, но все-таки рекомендуется подать заявку до конца июня, ну, постараться, с тем, чтобы попасть в первую или вторую волну. Дело не в том, что денег на всех не хватит. Дело в том, что, как и в любом государстве, очень большой бюрократический аппарат. И учитывая, что очень много участников физических лиц, то есть проще было бы с компанией, то есть, условно говоря, одно юридическое лицо и крупная сумма денег. И здесь, с точки зрения камеральной работы для инстанции Соединенных Штатов Америки, просто чем дальше очередь, тем дольше будет рассматриваться, поскольку это очень много, ну, так назовем, моторики, да, то есть с каждым доверителем нужно сформировать, подписать, отписать. Поэтому чем раньше мы встанем в эту очередь, тем скорее мы получим. Но получат все, безусловно, поскольку лимитов конфискованных денег достаточно. То есть здесь вот эти страхи лучше сразу убрать, чтобы люди, ну, не создавать такой нечестный ажиотаж, да, чтобы люди просто понимали это.
Мгм. Окей. А какую помощь предоставляет ассоциация Арго пострадавшим от Airbit Club? То есть вот тут поподробнее, если можно. Значит, мы помогаем. Ну, у нас на данный момент несколько человек. Основные у нас Екатерина, Ксения. Ну, люди все, кто будет взаимодействовать, познакомиться с ними. Значит, первое, что мы делаем, помогаем составить заявление и проверяем. Ну, всякое бывает, ошибки люди совершают. То есть проверяем, переводим его на английский. То есть здесь важно понимать, придется нам переводить с разных языков, но важно переводить на английский язык. Это тоже мы берем на себя. Значит, помогаем собрать логику доказательств. Ну, мы уже опубликовали в заявке, есть основные требования. Тем не менее, будут индивидуальные случаи, где все равно людям нужно подсказывать. Да? То есть, ну, мы понимаем все. Не каждый день сталкиваешься с тем, что необходимо взыскивать деньги, там, возвращать и так далее. То есть эту работу берем на себя, вот, и, соответственно, представляем уже интересы доверителей в США, на всех этапах. Вот. На сегодняшний день мы предполагаем, то есть мы закладываем для себя, я, по крайней мере, закладываю для себя, как руководитель организации, маршрут длинный, да, то есть, как всегда говорят, лучше и проще исходить из негативного сценария, тогда в жизни будет легче, да, то есть в движении уже будет легче. Вот, скорее всего, ну, то есть мы пойдем, значит, большим путем, длинным, во все инстанции, то есть здесь лучше перебдеть, да, лучше больше, чем меньше. Вот. И, соответственно, все сопутствующие затраты на адвокатов, представителей в Соединенных Штатах Америки мы берем на себя. Это прописано в соглашении, то есть все обязательства письменно мы оформляем и тем самым гарантируем всех доверителей о том, что у нас каких-то в процессе платежей, там, дополнительных каких-то, я не знаю, там, затрат у нас не появится. То есть вот мы договорились, подписали документы, двинулись. Это все берем на себя. Мгм. Отлично. Так, а в каких юрисдикциях рассматривается дело и кто занимается возвратом средств? Значит, в данный момент в США, ну вот, СДНИИ. Ну, давай, после эфира мы попросим Максима, чтобы он закреплял буквально все ссылки, все аббревиатуры, мы их Мгм. закрепим. Вот, но дело охватывает десятки штатов, десятки стран. Вот. На данный момент из официальных источников говорится о том, что арестовано порядка 3500 биткоинов, не 2,5, 3500 биткоинов. Это свежая информация. Вот, значит, в данный момент процедурой занимается прокуратура США, Додж, и есть выделено распоряжение отдельно реституцион офис. То есть это организация подразделения, которая занимается непосредственно реализацией конфискованных средств в Соединенных Штатах Америки. Мгм. Хорошо. Вот в данном случае какая роль ассоциации Арго вот в этом процессе? Арго выступает правозащитной структурой. Мы есть правозащитная структура. Кстати говоря, много поступает мне, в личку приходят вопросы, и мы уже подготовили шаблоны, то есть с тем, чтобы удостовериться, проверить статус организации в Европейском Союзе, в частности во Франции, есть официальные государственные сайты, официальные государственные журналы, где содержится вся информация о действующих организациях в реестрах, государственных реестрах, цели, миссии, задачи. То есть мы выступаем как правозащитная структура, мы имеем на это право. Единственное, что в случае, когда необходимо представлять интересы либо выступать в суде, вот здесь нас фронтуют адвокаты, аттестованные, аккредитованные по законам Соединенных Штатов Америки, соответственно, в данном случае. Вот. Вот. И мы действуем как представитель пострадавших, ну вот, обеспечиваем координацию между потерпевшими и органами США. То есть, по сути, мы выступаем не посредником, мы выступаем представителем, да, то есть у нас представительская функция, плюс у нас же, согласно договору, задача нанимать от имени доверителя, нанимать адвокатов, ну и, соответственно, там с гонораром и так далее. То есть весь комплекс мы берем на себя, и все это прописано в соглашении. Мгм. Окей. А, Я смотрю, просто у нас вопросы, которые я выписывал, они несколько повторяются в каком-то там контексте разном. Давайте я буду все зачитывать, потому что, ну вот, если Мгм. человек задавал, значит, ему вот конкретно вот это важно. Даже если мы это Хорошо, проговорили, вы хорошо. еще раз ответите. Мгм. Есть ли шансы получить компенсацию при частичной утрате доказательств? Да, мы чуть выше об этом говорили, шансы есть. Значит, главное последовательность, логика, логика описания. То есть как это работает? В европейском законодательстве и, в принципе, в международном законодательстве это вот
коротко об этом скажу, да, вот у нас в постсоветском пространстве, в странах СНГ у нас бытует мнение, то есть у нас вот, ну, если нет доказательств, то тебя рассматривать не станут. А в европейских юрисдикциях, в принципе, западных юрисдикциях, даже если человек не располагает письменными доказательствами, то его изложение истории, тем более, если оно подкреплено свидетельскими показаниями, является основанием, потому что уровень доверия к заявителям, я не буду выделять только Францию, то есть это все западные страны, он намного выше, чем в странах СНГ. То есть здесь намного проще доказывать истину. Если человек, ну, в понимании, в логике правосудия, если человек приходит и, будучи дееспособным, письменно заявляет и излагает историю, то ему принято верить. Ну вот. Конечно, повторю еще раз, то есть здесь может быть, не может быть, а лучше на самом деле потратить время, задуматься, как часто бывает, вспомнить, может быть, какой-то, вплоть до там скрин-сообщения и так далее, любой информационный след. Вот. В этом случае, конечно, будет проще. Но, в принципе, достаточно и письменного изложения. Это тоже станут принимать, если письменное изложение будет переведено должным образом, ну, либо присяжным переводчиком, либо с апостилем, в зависимости от страны законодательства, национального законодательства. Мгм. Окей. Смотри, Сергей, вот ходит такой слух, ну, так скажем, распространяют такой слух, что Мгм. американское правосудие, оно работает только для американцев. И, соответственно, многие пострадавшие, они не находятся в США или они не граждане США. Вот как им за границей США имеет смысл подавать или нет, Да, если они разумеется. не Ну, граждане? абсолютно нет. Это вообще расследование на самом деле трансконтинентальное. То есть даже из официальных источников понятно, что Соединенные Штаты Америки выделяли следователей и проводили следственные действия там, ну, в десятках стран. То есть это международное дело, международное мошенничество. Следовательно, из любой абсолютно страны можно подавать. И, ну, самое главное, соблюсти регламент. Регламент мы уже в заявке отобразили, и никаких проблем. Из любой страны абсолютно. Мгм. А как вообще этот процесс компенсации будет выглядеть? Значит, первое, ну, мы консолидируем заявление, направляем. Значит, после проверки компенсации будут распределяться через уполномоченные структуры. Я чуть выше об этом уже сказал. Это рестутисьон офис. Вот, это государственная структура, которая занимается распределением не только в рамках нашего дела, да, но в целом занимается распределением конфискованных средств, выплатами пострадавших, соответственно. Вот. Но это может занять несколько месяцев, повторю еще раз. Очень много камеральной работы. И учитывая из того, что уже сформированы, давай так вот будем говорить, начинают формироваться реестры многотысячные, но каждое дело в списке важно для исполнителей, то есть они обязаны отчитаться буквально по каждому пострадавшему, поэтому много времени занимает уделение внимания каждому. То есть проблема в том, что кто позже встанет в эту очередь, соответственно, тот получит позже, но получить, исходя из бюджета конфискованных средств, должны все абсолютно, там хватает всем. И Мгм. нашим доверителям, и не только им. Мгм. Окей. Так, я тут камеру чуть поставил, чтобы было. Единственный момент, Евгений, если Да. людей интересует, то есть очень тонкий вопрос, мне несколько сообщений приходило в личку на эту тему. Люди боятся обмана и предполагают о том, что вот согласно утвержденного механизма сначала получает Арго, то есть мы получаем, потом получают они. Это совсем не так. То есть у нас подписывается соглашение, и в момент распределения средств деньги, которые должны поступить нашим доверителям, поступают отдельно. То есть по процедуре. По процедуре мы ни в коем случае не встанем здесь получателем всей суммы и затем отправителем. Нет. Да, мы с тобой это обсуждали. Ну вот, потому что, на мой взгляд, в этом деле самая большая сложность на сегодняшний день – это восстановить веру, утраченную доверие людей к тому, что это в принципе возможно. И второе – это к защитникам, которые представляют их интересы. Поэтому мы формируем условия, максимально гарантируя каждого доверителя, да, с тем, чтобы он, Мгм. даже предполагая, а вдруг вот я буду, вот как вот мне в личку пишут, там вот мы будем получать, вы наши деньги возьмете, а потом мы будем у вас получать. Нет, у нас сам механизм конструкции выстроен таким образом, что человек сразу получает средства напрямую. Я тут замечу такой момент, что Мгм. для некоторых людей, я не буду говорить
в количественном соотношении больше-меньше, но для некоторых людей было бы наоборот удобнее, чтобы вы выступили как escrow счет, чтобы деньги поступили на ваш счет, а он уже с вашего счета получил. Потому что, я объясню, потому что многие живут в странах, которые находятся под санкциями, и они напрямую получить не смогут. Поэтому вот этот вариант, от которого вы как бы открещиваетесь, он наоборот будет, подойдет лучше. Да, Евгений, как обещал, мы с юристами подумаем, посоветуемся. Просто я исхожу из принципа прозрачности, да, и если в начале отношений люди видят о том, что все прозрачно, и они максимально прогарантированы, то как бы и мне спокойнее, им спокойнее. Помечу себе, ну, вернемся в следующем стриме, то есть мы подготовим решение, чтобы оно Мгм. было. Я понял, о чем идет речь, то есть люди переживают о том, что там, ну, например, в Российской Федерации не получат. То есть это все можно организовать, единственное, что надо посоветовать, чтобы мы тоже не нарушили нигде ничего, и чтобы нам еще Мгм. не Ну, прилетело. Но ну да. механизмы есть, мы обсуждали, есть эти механизмы, законные, легальные механизмы, они есть, мы додумаем тогда и донесем отдельно для этой группы людей, доведем отдельно Мгм. механизм. Окей. Хорошо. Ну, в целом, я согласен, и самый распространенный вообще вопрос – это про гарантии. То есть какие гарантии есть, что деньги будут выплачены, компенсированы? Ну, первое, мы имеем дело с государством. Значит, деньги конфискованы государством. Вот. Активы уже арестованы, эти активы взвешены, ну, я там не взвешены, оценены, это вот по официальным источникам 3500 биткоинов, это очень внушительная сумма. Они уже находятся под контролем государства, то есть как только мы докажем легитимность, как только мы сформируем правильным образом документы, выплаты пройдут безусловно. Вернусь еще раз вот к самому сложному моменту, учитывая, что очень много пострадавших физических лиц, помимо нас, наших доверителей, и для американцев очень много камеральной работы. То есть в этом будет сложность. И здесь есть некоторая неопределенность в сроках. Вот я здесь ее нахожу. Просто физически обработать столько заявлений будет сложно. В целом, в остальном гарантии есть. Гарантии есть государство Соединенных Штатов Америки. Поэтому я не вижу здесь сложности абсолютно нисколько. Мгм. Окей. Так, ну в целом тут вопрос по срокам, то есть как долго может длиться эта процедура, Мгм. как вы считаете? Ну, я вот сегодня по средневзвешенной оценке поговорили мы с нашими юристами-адвокатами. Есть маленькая деталь, маленькая странность. Мы пообщались с защитниками по другим подобным проектам. Там все намного быстрее. И, кстати говоря, там почему-то люди получают уведомления. Да, у нас этого нет, но мы Мгм. проясним. Мы проясним. Это может быть связано либо с тем, что у них есть подозрения там, о каких-то мошеннических действиях. Я сейчас просто размышляю. То есть это ни в коем случае не факт. Я просто вот, ну, пообщавшись с юристами в Соединенных Штатах Америки, я вот к такому пришел заключению. Либо что-то было нарушено в процедуре. Но в целом, значит, уведомления должны будут нам поступать, ну, либо через нас. Мы постараемся сделать таким образом, то есть указать контакты всех доверителей, чтобы каждый из них мог получать уведомления напрямую. В среднем на сегодняшний день от 6 до 12 месяцев. То есть прогноз от 6, ну, от полугода до года. Мгм. Окей. Ну, это оптимистичный срок, я вам скажу. То есть, если Мы это произойдет в рамках года, я буду очень доволен. Мы исходили вот из подобных кейсов. Я получил 3 больших консультации, ну, широкие консультации оттуда с места. Тоже там с той стороны удивились, почему так долго. И, ну, вот имеем, что имеем. В пути поймем. То есть пока не двинемся, не поймем. А там, ну, что-то проявится, что-то наверняка прояснится. Почему? Потому что, еще раз повторю, это ни в коем случае не факт, но мне подсказали о том, что это либо было связано с действиями мошеннических групп внутри доверителей, то есть, ну, что-то вот под какое-то подозрение могло вызвать. Но это предположение. Мы это, в общем, Жень, мы поймем. Как только двинемся, Мгм. из первых ответов мы сразу поймем. Обязательным образом будем уведомлять напрямую всех участников, всех доверителей, так, чтобы в моменте люди понимали, что происходит и каким образом. Мгм. Окей. А известно вообще, какая позиция прокуратуры США по приоритетности выплат?
по Да, заявлению. заявление от реальных потерпевших рассматривается приоритетным порядком. Значит, что в их понимании реальный потерпевший, то есть, ну, объем доказательств. Сразу должны оговориться, что, естественно, разумеется, но здесь человеческий фактор, чем более увесистый будет кейс, то есть, ну, условно говоря, это же все вручную будет обрабатываться, не условно, а прямо говоря. И в том случае, когда чиновник или служащий в руки возьмет кейс, который подкреплен доказательствами, скринами, там, договором и так далее, естественно, разумеется, это будет намного быстрее обрабатываться, и сразу по ней будет приниматься решение. Но по статусу юридически абсолютно все заявки в приоритете. То есть, согласно американского законодательства, это приоритетные заявки. Вот, поэтому здесь, Мгм. с этой точки зрения, мы должны, еще раз, наша задача правильно провести камеральную работу, не нарушить процедуру обращения и закрепиться с той стороны поддержкой. Ну, у нас достаточно сильные там юристы, адвокаты, которые не в том смысле, что большие и толстые, а в том смысле, что они хорошо понимают процедуру и знают эффективные решения, короткие эффективные способы. Потому что американская правовая система, правоохранительная, она тоже очень такая витиеватая, сложная от штата к штату. Вот, поэтому Мгм. там хороший специалист тот, который хорошо разбирается как раз в деталях тонкостей маневрирования, так это назовем, да? Мгм. Маневрирование в законодательной базе, да, Да. Есть ли у заявителей какие-либо риски вот от того, что они будут подавать вот это заявление? абсолютно, абсолютно. Значит, единственное, что мы, вот пользуясь случаем, как раз важно на старте предупредить людей о том, чтобы, значит, все понимаем, что такое блокчейн, да, здесь собрались, и вот нас с тобой смотрит уже чуть меньше 100 человек. Вот, собрались люди, которые понимают, ну, как минимум разбираются там на уровне среднего специалиста блокчейн. То есть блокчейн помнит все, да, помнит, не знаю, миллионы лет, как говорят, да. Поэтому здесь нужно быть максимально честным, максимально прозрачным. То есть, ну, бывают моменты, когда человек там потерял, условно говоря, там 0,18 биткоина, а пишет 0,36, да, и думает, что не узнает. То есть в блокчейне есть все отметки, и надо понимать о том, что дело вели специалисты по киберпреступлениям. То есть, в принципе, у них уже внутри конфискованных активов, у них есть свои ведомости, и я уверен, что они будут сопоставлять данные ведомости, которые они сформировали во время расследования, с теми, которые будем выдавать. И там они, у них там метки, и временные метки, и по IP-адресу, то есть они намного быстро, ну, очень быстро определят размер. Да? То есть я к тому, чтобы люди, ну, не фантазировали при формировании заявок, а писали как есть. Мгм. Это очень важно. Да, ну я здесь еще добавлю, что скорее всего они изъяли саму базу Airbit Club, то есть всех Мгм. учетных записей там и так далее. Вот, поэтому, ну, как минимум они сверят там ID, почты, там верификации проходили там и так далее. Это все будет сопоставляться. И здесь не получится так, что ты пришел просто с левый человек, говоришь, да, вот у меня никаких данных не осталось, но я потерял. Верните мне деньги, то есть такой не прокатит. Ну, да, Окей. ну, и, ну, нет, давай так, много будет заявок, кто-то все равно ошибется, но нас там поправят. Так вот, я бы их Мгм. смягчил, потому что времени прошло много, мало ли что. Ну, вот, я бы Мгм. так сказал. Мгм. Хорошо. Так, какие документы получат доверители после подачи своих заявлений? Значит, первое, после подачи к нам подтверждение от нас, официальное подтверждение от Арго. И затем, когда мы направим централизованным образом заявки в виде анкет в этот офис Рестутисьон, вот, оттуда мы тоже получим. Причем мы сначала так называемые отбивки станем получать. Ну, отбивка — это, условно говоря, автоматический ответ о том, что ваше обращение принято. Естественно, станем тут же информировать. И затем уже будем получать адресные ответы по заявкам, ну, в юридической форме. Поэтому хорошо, что у нас есть общий чат, хорошо, что есть общая группа. Соответственно, мы в получении любой информации, даже отбивки, это тоже важно, автоматические отбивки, будем информировать, сообщать людям о ходе процесса. Но на руках подтверждение от нас — это официальный документ с обязательствами Арго, соответственно, разумеется. Вот. И, соответственно, по второму, ну и дальнейшему, там, третьему этапу и так далее уже все документы мы будем отправлять. Мгм. Значит, тут такой еще вопрос, видимо, с контекстом на конфиденциальность данных. Кто обрабатывает анкеты и какие этапы проходит заявление?
Значит, ну, первая обработка проходит у нас, но у нас нет таких компетенций, естественно, разумеется, как у Restitution Office. Вот. Мы сверяем общие данные. Наша задача помочь людям сформировать как можно более емкие анкеты, да, и помочь собрать доказательства. Потому что это мы сейчас говорим в эфире, неплохо бы еще просто вот физически камерально проверять, потому что человеческий фактор немаловажен. Затем они отправляются в Dodge, вот, через представительство, соответственно, там проверяются. Вот там, скорее всего, и будут соотносить и синхронизировать с базами, которые у них сформировались во время расследования. Но это правильно, ты абсолютно говоришь, у них, скорее всего, база Airbit. То есть они проверяют и затем будут направлять в реституционный офис. Но хочу заметить, значит, согласно той стратегии, которую мы согласовали, мы будем использовать веерную отправку, ну, так называемую веерную отправку, то есть мы сразу будем ставить в известность несколько инстанций Соединенных Штатов Америки, то есть это усиливает эффект. Вот. Это абсолютно нас никоим образом там не дискредитирует, то есть это абсолютно законно. Но это более надежно, так будем говорить. Ну, вот. И Мгм. дальше будем смотреть по обратной связи, станем понимать, кто из инстанций намного быстрее отвечает, оперативнее, качественнее ответы, от кого будем получать. Будем опираться на это. Так, следующий вопрос. Какая у вас команда юристов, которая вот будет работать над этим кейсом? Значит, у нас наша команда, наша внутренняя команда юристов, которая находится во Франции. Есть коллеги в Испании, у нас есть там коллеги, которые как раз очень хорошо разбираются в международном законодательстве. Повторю еще раз, расследование по Airbit Club, это транснациональное расследование, международное. Вот. И наши представители в Соединенных Штатах Америки, как только мы пройдем первый этап, я обязательно их приглашу, мы обязательно доверителей с ними познакомим. Мы также дадим возможность задать вопросы, вот, все важные вопросы, чтобы люди могли четко знать, понимать, там, проверять в интернете и так далее. То есть наш девиз прозрачность, репутацию юристов, адвокатов, соответственно, их квалификацию, компетенцию, задавать вопросы и подумаем над тем, чтобы вот как только там, ну, ты будешь отсматривать, будут накапливаться вопросы, нам несложно выходить там на 30-40 минут в эфир, я приглашу наших представителей Соединенных Штатов Америки, соответственно, с тем, чтобы коротенько ответили. Здесь очень важно живое общение, люди видят, вот этот человек нас представляет, этот человек нас защищает, соответственно, доверие здесь. Нам сейчас первое, что нам важно, восстановить доверие людей. Да? То есть это я для себя это вижу даже чуть сложнее, чем юридические действия. Да? Восстановление доверия людей. Таким образом. Мгм. Ну да, тут вы абсолютно правы, потому что за эти 5 лет нашего движения у нас там столько случаев было, когда предлагали мошеннические схемы по возврату, то есть писали прямо в личные сообщения, что вот, значит, я там такой-то юрист, ваши деньги Мгм. уже на счету там в каком-то банке, давайте мы сейчас начнем. Короче, ну, разводили как только могли. Ну, Мгм. пытались. Я не помню, чтобы прям кого-то развели, но пытались, прям работали над нашей группой, просто ужас. Мгм. Так, следующий вопрос. Можно ли участвовать в этом процессе через представителя? Я Да, не разумеется. совсем понимаю этот как бы Нет, вопрос. нет, объясню. Здесь, ну, вот это жизнь, да, мы понимаем, время идет, достаточно много прошло времени. Ну, как есть, будем говорить, мы взрослые люди. Кто-то уже ушел в мир иной, так бывает. Кто-то по иным причинам не может лично представлять свои интересы, но остались родственники, может быть, знакомые, близкие, друзья, возможно. Да, это тоже предусмотрено, то есть либо по доверенности, либо по другим основаниям мы можем рассматривать в индивидуальных случаях. То есть здесь какой вопрос? Мы бы приняли любую заявку, просто нет смысла перенаправлять заявку, которая не будет подкреплена документами. То есть мы подскажем, каким образом легитимизировать доверенность, да, как ее там подписать нотариально. Но, скажем, кто-то уже ушел, да, из мира этого, да, так Да, бывает такие, тоже. такие случаи есть, действительно. Ну, к сожалению, много прошло времени, к сожалению, да, но это жизнь, да, ничего не поделаешь. Поэтому мы предусмотрели, у нас в форме есть пункт о том, что да, можно через доверенность представлять интересы, ну, может быть, родственники, кто-то, кому-то неудобно и так далее. Да, вот, да, можно. Причем, повторю еще раз, не обязательно быть близким родственником, если доказана связь, если есть там доверенность установленного образца, то да, вполне возможно. Да. Мгм. Хорошо.
Имеет ли смысл подавать запрос на компенсацию, если сумма потерь меньше $1000 Мгм. США? Да, даже если потеря стоили $500, это признается ущербом. Вот, и, соответственно, он подлежит возмещению. Причем, повторю еще раз, ведь у людей, ну да, есть небольшие затраты по времени, но сколько времени занимает там, 30-40, ну, какой-то небольшой период времени подготовить документы, отправить нам. Больше ничего не требуется. Поэтому здесь первый вопрос принципа, да, нельзя оставлять, то есть нужно все равно, свои права нужно всегда отстаивать, не оставлять. И второй, соответственно, аспект, ну, деньги. Ну, тем более, что деньги, мы же не просим вперед ничего. То есть люди направили нам доверенность, заполнили анкету, отдали, соответственно, и получили свои, ну пусть там $300. Ну, тоже деньги. Мгм. Вопрос. Как заявлять потери при отправке денег в криптовалюте, в биткоине? И будут ли возвращать именно биткоин? Нет, Евгений, биткоин возвращать не станут. Суммы, весь ущерб зафиксирован в долларах. Если обратить внимание на решение судов, это доллары. Соответственно, и возвращать будут в долларах. То есть даже не станем рассматривать вероятность возврата в эквиваленте криптовалюты любой, да, там биткоин и Мгм. так далее. То есть возврат будет в долларах. Да, потому что уголовное дело, все приговоры и все решения судов закрепили суммы в долларах. Поэтому тут долларов США, да, поправим. М. Тогда такой вопрос. Некоторые страны, ну, в некоторых странах нет доллара как эквивалента для оплаты, да, то есть есть национальная валюта. Соответственно, там рубль к доллару стоил там условно 30 рублей или там 60, не суть, а сейчас он там стоит 80 или 90. Мгм. Вот в таком случае какая сумма будет компенсироваться? Нет, еще раз, компенсироваться будет, ну, либо эквивалент, но это мы возвращаемся к обсуждению со сложными юрисдикциями, когда людям понадобится вернуть, ну, допустим, рубли. Давай, не допустим, а Мгм. рубли. Вот предметно об этом поговорим. Мы будем предлагать альтернативные способы, все законные, все легальные, соответственно. В данном случае я предлагаю, вот как раз пока мы это обсуждаем, если ты, чтобы ты себе тоже пометил, подобных вопросов будет много. Вот, мы будем договором изначально указывать этот механизм, то есть я себе пометил этот вопрос решить, с юристами согласовать. То есть в любом случае эквивалент будет в долларе. Неважно. То есть, но еще надо обратить внимание, что не все валюты ослабли, некоторые национальные валюты укрепились к доллару. То есть люди в этом смысле тоже потеряют. Поэтому мы будем предлагать механизмы законы. Про рубли мы уже и проговорили, если пометил. Ну и про другие валюты, соответственно, также. Да, то есть в тех странах, где доллар не принят к использованию или запрещен к использованию, так тоже бывает. Мгм. Значит, будем тогда придумывать. Я думаю, для этого нам несложно будет привлечь нашего коллегу Леонтия. Он хороший специалист по офшорам, трастам. Скорее всего, мы зарегистрируем либо офшор именно для таких нужд, либо зарегистрируем траст, и данные юридические формы, они позволяют, даже не так, предполагают о том, чтобы там количество бенефициаров было 100, 200, 300, и эти юридические лица создаются непосредственно для конкретных целей. То есть мы в Мгм. уставе прописываем, что данный траст либо офшор создается с целью получения компенсации. Вот от таких прям приметно пишем там, в результате мошеннических схем, уголовное дело. То есть мы прописываем все, согласно юридических формулировок, состояние дела, прописываем все детали, все аспекты. И данное юридическое лицо, офшор либо траст, создается как раз там, формируется для целей перечисления средств, в котором учредителями, то есть правообладателями, Мгм. бенефициарами, являются наши пострадавшие. Стоит это небольших денег, сразу должен сказать. То есть есть условно, ну, есть дорогостоящие юрисдикции, типа там Лихтенштейн, Люксембург, ну, на самом деле их много больше, есть недорогие, то есть это в деньгах совершенно небольшие затраты. И как только это юридическое лицо, может быть, даже и фонд, то есть нам вот с Леонтием, ты с Леонтием так уже знаком, пару раз там дискутировали, мы предметно поставим задачу, он это сделает. И по завершении задач, соответственно, то есть после выплаты это юридическое лицо сворачивается без обязательств. То есть обязательством является получение денег и распределение денег на расчетные счета учредителей, бенефициаров этого фонда или траста, Мгм. или офшора. Мгм. Ну, вы, по сути, рассказали, как все будет. Нет, ну,
Здесь нельзя, ну, ни в коем случае не нужно, это не должно никого отталкивать, на самом деле, если разобраться в юридической природе этих структур, и траст, и фонд. Ну, на офшор там есть момент с налогообложением, но вот мы это не берем. А траст, допустим, создается, сформировали траст с целью получения денег от реституцион офис США, соответственно, и выплате вот этим по списку 57 там, или там 115 Мгм. людям, прям пофамильно Мгм. с суммами. Как только цель и миссия выполнена, он закрывается без обязательств и без последствий для учредителя. То есть Мгм. это, ну, это как сказать, это наоборот сформировано для решения подобных задач. То есть просто мы, ну, Мгм. режет слух, согласен, да, согласен. На Нет, нет, бытовом не уровне. режет слух, это наоборот. Ну, то есть, как для меня, это решение как раз-таки а, проблемы, то, что ну, многие страны не могут напрямую из Соединенных Штатов получить деньги на свой банковский счет. Поэтому ну, вот такие решения, это просто Да, круто. будем находить, и они есть, решения, да, будем находить. Хорошо. А какой паспорт прикладывать, национальный или заграничный к заявке? Ну, потому что в национальных пишут на там где-то там на кириллице, где-то там на латинице, где-то там еще на каком-то Мгм. иероглифы там и так далее. Значит, можно прикладывать любой действующий паспорт или даже, ну, вот так назовем разные страны, и мы видео будем переводить на разные языки. Значит, действующее удостоверение личности, действующий документ, удостоверяющий личность. В любом случае мы столкнемся с американской бюрократией, где нам пришлют формы, то есть нас могут, ну не могут, и скорее всего нас заставят все переводить в едином образце, и возможно даже нам рекомендуют какие-то аккредитованные организации, которые будут заниматься переводом. Да, это доп. Расходы, но мы это уже предусмотрели, то есть я уже это согласовал. Ну вот, но повторю еще раз, очень важно. Значит, любой документ, удостоверяющий личность в рамках национального законодательства. То есть той страны, гражданином которой человек является. Мгм. Хорошо. Так, а получу ли я 100% от своих потерянных средств или только какую-то часть? То есть хватит ли конфискованных средств, ну, вот если выплачивать всем? Но на данный момент, исходя из, вот мы взяли свежайшие сегодняшние данные официальные, значит, конфисковано 3500 биткоинов. Если учесть количество пострадавших и размер, который следствие выявило в качестве мошенничества, то есть ну, размер украденных средств, или так не украденных, а утраченных вследствие мошеннических действий, то денег хватает там с большим-большим запасом. Учитывая то, что биткоин вырос, курс биткоина вырос в цене, и даже если он упадет, там, не знаю, вновь там до какого-то минимума 80-90 тысяч, там вполне, то есть там с большим-большим запасом. Поэтому денег должно хватить на всех. Соответственно, повторю еще раз и вернусь еще раз к тому, чтобы люди не спешили. Вот, ну, вот у меня хороший пример, я хотел его на этом стриме привести. Мне звонит знакомый, говорит, слушай, потерял пароль от кошелька, там 0,7 биткоина. Ну, внушительная сумма очень. Значит, ну, паника, истерика, что сделать? Я говорю, нужно успокоиться. Как хороший, очень, очень хороший пример могу привести. Шаббат, еврейский, в субботу, что они делают? Да? Они мудро поступают, они отходят, передают проблему Богу на этот день, отходят на 10 шагов, смотрят со стороны. Вот то же самое. То есть нужно потратить время, то есть не спешить, но вспомнить. Наверняка где-то остался скрин, смс, может быть, то есть любой подтверждающий документ. И чем больше будет подтверждений тому, что человек вложил деньги, то есть то, что он взаимодействовал и так далее, тем больше шансов. Ну и тут чего скрывать, нам, конечно, будет проще работать с заявками, которые ну, подкреплены доказательствами. Мы будем биться за каждого, но чем больше будет доказательств, тем лучше. Это я к тому, чтобы люди вот в моменте ну, более как-то ответственно отнеслись к формированию заявки. Мы объясним там, что есть такое свидетельское показание. Это на самом деле простая история, когда знакомые, друзья, которые стали свидетелями там транзакций, перечислений, похвастался, вот у меня есть там что-то. Они садятся и пишут, подтверждая, что, ну, условно, в 2019-2020 году мой знакомый перечислял деньги, используя такое приложение. То есть это все на самом деле будет приниматься, и свидетельские показания, вот повторю еще раз, в западных юрисдикциях являются весомым доказательством, в отличие от тех же документов в странах СНГ. Вот, поэтому здесь рекомендую как можно более тщательно готовиться. Вот совет один.
Мы будем за всех бороться, то есть это не значит, что мы будем отсеивать кого-то, то есть мы будем собирать и направлять, но это как бы шансов станет больше, если качественно подготовлена заявка. Мгм. Так, здесь у нас конкретный кейс расписан. Значит, я вложил 10 тысяч долларов. За время работы Airbit я заработал реферальными бонусами 15 тысяч долларов, ну, внутренней валюты. Но вывести Мгм. я не смог ни одного доллара. Какую сумму мне заявлять в качестве потерь? 10 тысяч или 15 тысяч? Ну, здесь, ну, если прямо отвечать, вот простой и прямой вопрос, то заявить к возврату можно только фактически вложенные средства, но есть один момент, да, с точки зрения операционной деятельности, если у человека есть фиксация, ну, условно говоря, там, человек больше там года взаимодействовал с биржей, и, соответственно, у него он произвел 10, 15, 20 итераций с криптовалютой, с фиатными деньгами. И были моменты фиксации. Что есть фиксация? Юридический термин. Когда зафиксировал прибыль, у него была возможность выйти в фиат. Это Мгм. тонкий юридический аспект. Вот, мы это уже проговорили с юристами. Да, скорее всего, ну не скорее всего, мы однозначно обязательно станем доказывать, но здесь очень важна фиксация. То есть юридическим поводом в этом смысле станет являться фиксация даты, времени, о том, что у человека уже на счете сформировалась такая сумма денег, и он физически имел возможность ею воспользоваться, вывести там и так далее. Вот, согласно, допустим, в некоторых штатах США мы точно с этим пройдем, а в некоторых, ну, нам придется побороться. Поэтому мы, конечно, будем стараться как можно а, больше собирать таких случаев, будем доказывать, будем биться за это. Потому что суммы значительные, как бы и людей понять можно. То есть, да, действительно, человек в моменте мог воспользоваться средствами, они ему уже принадлежали, по сути, да. То есть это юридический факт о том, что они принадлежали в таком-то размере. Но он принял решение идти дальше. Поэтому, да, рассматриваем, да, будем. Если говорить строго юридическим термином, то только деньги, которые вложены, вот, но будем стараться, будем пытаться, там, наши адвокаты, у нас хорошие очень там юристы, смышленые, то есть будем стараться пробивать и эти суммы тоже. Мгм. Ну, я так добавлю от себя, что здесь нет универсального, наверное, ответа. Здесь по каждому кейсу нужно будет смотреть, какие доказательства, какая конкретная ситуация, что произошло, там, и так далее. Ну, естественно, что Да. если вы заработали больше, вывели больше, то у вас нет никаких потерь, то там оставшиеся какие-то деньги в личном кабинете сверх того, что вы уже и так заработали или потеряли. Ну, Мгм. американское правительство выплачивать не захочет. Ну да. Окей. Вопрос по поводу параллельного проекта, который делал Airbit. Значит, по поводу токена Traxalt. То есть человек Мгм. покупал Traxalt, который клуб рекламировал. Ну, собственно, основатели рекламировали, это был их проект. Можно ли запрашивать компенсацию потерь покупки этого трексальта, то есть участие, по сути, в ICO этого проекта? Да, разумеется, все транзакции, все итерации, финансовые операции, все, что было связано с деятельностью Airbit Club, то есть все их сторонние параллельные проекты, но которые уже согласно следствию, в которых подтверждено непосредственно участие как организаторов обвиненных по делу Арбит Клуб, они относятся к одному делу. Поэтому это тоже входит, тоже будем, да, и мы имеем полное право на получение компенсации. Согласно обвинения, заключительного обвинения, вынесенного американским судом, эти действия, то есть все действия, с которыми связывают организаторов, они признаны мошенническими. Поэтому и деньги, которые конфискованы, они, соответственно, станут распределяться как раз для каждого случая, который имеет отношение к организации этих мошенников. Мгм. Ну и вот похожий вопрос. Я пополнял биржу Bitfolix с криптовалютой. Тоже эта биржа была организована этими людьми. После ареста основателей Airbit и Bitfolix сайт перестал работать, и я потерял доступ к своей криптовалюте. Могу ли я заявлять эти потери в рамках этого дела? Да, Ренато Родригес дал показания в суде вот, о том, что часть изъятых биткоинов – это средства клиентов как раз от Bitfolix. Ну, Мгм. мы сделаем несколько иначе. Я здесь должен просто, Женя, подчеркнуть, остановиться на том, что
В результате этой работы, по завершении этой работы у нас формируется очень интересная практика, потому что прецедентов будет много. И не исключено, что у нас и необычные какие-то случаи. Ну, я уже вот мы с юристами общались, рассматривал, будут неординарные случаи. То есть практика очень интересная. И нам даже, нам тоже с точки зрения развития тоже это очень интересно, потому что на блокчейне, да, потому что и, с одной стороны юридическая практика, с другой стороны многосложная итерация, то есть сам по себе проект на самом деле он очень многоуровневый. Поэтому мы столкнемся, но мы с интересом решаем эти задачи и станем с интересом к ним относиться. Все, что мы можем взять в круг, то есть у нас нет подхода взять только то, что попроще, да, то, что можно там взять, там написать. То есть нам наоборот интересно в том числе и развитие. Да, то есть это практика, а что может быть интереснее сегодня, когда блокчейн по сути, впереди планеты всей, чем нежели это дело. Поэтому мы будем брать все случаи, будем стараться добиваться по всем случаям. Неважно, какая сумма, то есть для нас опыт тоже немаловажен. У нас много молодых ребят, специалистов, поэтому мы будем брать все и будем биться за всех. Нам это интересно. Хорошо. Вопрос про безопасность. Безопасно ли заявлять о своих потерях, не будут ли мстить мне осужденные организаторы Airbit Club? Нет, никто мстить не будет. Ну, во-первых, очень много доверителей, то есть физически невозможно отомстить. Вот. А во-вторых, они уже все обвиняемые находятся под стражей, дело находится под контролем прокуратуры США, поэтому нет, абсолютно нет, не дотянут. Не то, чтобы они до кого-то дотянутся, до кого-то нет, да ни до кого они уже не дотянутся. Вот, поэтому абсолютно безопасно. Повторю еще раз, я своей задачей сегодня больше нахожу вызвать доверие, вернуть доверие людей, вернуть веру в то, что возможно получить эти деньги, потому что, в принципе, уже ну, люди понимают, времени много прошло и не хотят время тратить даже на заполнение анкет. Вот, страхов абсолютно не должно быть никаких, рисков для доверителей нет абсолютно никаких. Мы сформировали наше соглашение настолько простым языком, да, но юридически наполненным, но простым. То есть нет необходимости располагать юридическим образованием, чтобы ознакомиться и понять о том, что это хороший, нормальный договор, прозрачный, понятный, и он страхует и гарантирует доверителя. Вот, поэтому смело идем. Угу. Хорошо. Я заполнил Google форму. Когда я получу ответ от вашей ассоциации, и вот тут еще такой момент. Как я пойму, что этот ответ, он пришел действительно от ассоциации, а не какой-то мне там мошенник написал и начинает со мной работать? Да, это очень Я думаю, что я работаю с вами. Очень тонкий вопрос, я должен признать, у нас тоже вот начало работы вскрыло некоторые прорехи. При регистрации ассоциации, ну вот во Франции так, присваивается просто номинальный электронный адрес, не помню, как он называется, подзабыл. Ну вот, ну, в общем, если сегодня зайти для проверки статуса ассоциации, вот, там прописан адрес электронной почты, он стандартный, он не рабочий. Но мы не озаботились тем, чтобы перезаполнить эту форму. Поэтому мы договором прописываем наши официальные, на официальном домене ARG электронные адреса, с тем, чтобы человек мог четко понимать. То есть вот у меня договор соответствует с тем уведомлением, которое приходит. Ну, то есть Угу. здесь очень тонко. Есть, мы пробуем исправить техническую сложность. И я не думал, честно говоря, об этом даже. На самом деле вот так вот. Причем написал мне спасибо, написал мне человек из Мексики. Вот мы сейчас устраняем. Плюс ко всему проверка обнаружила еще два домена, о которых я понятия не имел. То есть еще, оказывается, есть два одноименных каких-то ресурса. Мы это сейчас все приводим в соответствие, приводим в порядок. То есть и здесь уже польза. Для меня так уже точно польза, потому что уже вскрылись некоторые изъяны организации работы на блокчейне у нас. Ну, поэтому. Угу. Я думаю, что будет, может быть, хорошим еще дополнительным решением, если мы ну, какую-то вот эту информацию будем публиковать, например, от вашего имени в Мгм. группе нашей. То есть, если там, например, поменялся какой-то адрес, вы Мгм. пишете мне, я ваше сообщение просто пересылаю, чтобы каждый мог нажать, посмотреть, что это вы были, Мгм. например. Или это аккаунт, ну, чтобы вам в личку там не долбили 1000 человек. Может быть, это будет какой-то логин, который будет указан на сайте, в договоре. Мгм. И от его имени, соответственно, официально будут публиковаться. Наверное, вот так вот будет правильнее сделать. Мне абсолютно несложно писать самостоятельно, тогда мой личный аккаунт, ну, только единственное,
Это мне может много, мне и так уже в личку много летит сообщений. Я вам про это говорю. У меня бывает как бы много сообщений приходит. Да, ну подумаем, нет, давайте подумаем, значит, как это можно закрепить. Мы закрепляем основным договором, соглашением с доверителем все аккаунты, все контакты, которые Мгм, признаем официальными, мгм, вплоть до обращения в суд. Но, повторю еще раз, рисков нет. То есть я рекомендую настоятельно всем нашим доверителям, нашим, ну, потерпевшим проверять в первую очередь договор. То есть из текста договора следует, вот все намерения между строк прописаны в том договоре, который мы предлагаем подписать, который предлагаем согласовать. Вот это та лакмусовая бумага, которая, в принципе, показывает о наших намерениях. И подумаем о дедлайне. Я вот повторю еще раз, обязательно приглашу коллег из США, которые будут заниматься. Наверняка приглашу коллег наших европейских, чтобы люди видели лица. Лица, фамилии можно было проверять в интернете, то есть кто мгм. представляет, да. Ну и, соответственно, когда мы дойдем до конца, чтобы они знали, кому хотя бы там сердечко отправить в, там, не знаю, в Инстаграм, там, в Телеграм и так далее. То есть я уверен, что мы дойдем до конца, и результат будет, я абсолютно в этом уверен. Мгм. Вот сейчас еще мне написали вопрос по поводу, ну, вообще эту информацию уже публиковал, но еще раз давайте Мгм. задам вопрос. А, Не услышала начала эфира, было ли озвучено, какая стоимость юридических услуг? Какой-то процент берется? Да, берется процент, значит, тогда повторю еще раз, значит, мы на данный момент у нас есть несколько крупных дел в Соединенных Штатах Америки. Почему мы согласились, это никакое не чудо, это оказия. То есть, когда Евгений вышел с инициативой, вот у нас есть такая история, я сразу согласился, потому что мы уже там, мы ведем там два крупных дела. Ну, это дела связаны с крупными банковскими структурами, выходцами из России, соответственно, Российской Федерации. Вот, поэтому мы ведем все дела, то есть все затраты, связанные с получением компенсации, представлением интересов во всех инстанциях в США и, в принципе, где понадобится, за свой счет, но согласно договору, который мы предлагаем, из полученных средств, то есть в реальном объеме, мы претендуем на 25%, из которых покроем затраты, которые там уже несем, ну, пока небольшие затраты, но предполагаются затраты в Соединенных Штатах Америки, но адвокаты стоят денег. Поэтому из полученных, то есть из реально полученных денег мы претендуем на 25%. И вновь повторю еще раз, механизм выплаты не предполагает получение нами всей суммы, да, то есть не мы получаем, потом передаем доверителю, а это все происходит, то есть мы свою часть получаем в момент перечисления, соответственно, то есть деньги сепарируются сразу. И мы не держим чужих денег, если нас об этом не попросят. Ну, это мы Мгм. обсудили страны, где, допустим, запрещен доллар или проблема с реализацией этой валюты. То есть, ну, если к нам обращаются, мы подписываем отдельное соглашение, формируем какую-то структуру для выплат. Да? То есть, ну, это только индивидуально, если нас попросят. Мгм. Окей. Так, в целом у нас вопросы закончились. Мгм. Я бы, может быть, попросил резюмировать в плане некой такой тезисной инструкции. Вот сейчас что нужно делать человеку, который хочет вместе с вашей правозащитной организацией начать этот Мгм. процесс? Вот попутно, что делать, какие там промежуточные этапы будут, к чему Мгм. готовиться, ну так кратко. Первое. Заставить себя поверить, что это возможно. Это вот это первейшее. Второе. Попытаться вспомнить, найти подтверждение, найти как можно больше скринов, может быть, переписки. То есть то, что вам кажется незначительным, не является доказательством, на самом деле очень важная информация. То есть собрать как можно больше подтверждений, там, если нет прямых доказательств, нет договора о том, что вы являлись участником, вы являетесь потерпевшим. У нас есть Екатерина, есть Ксения, девочки говорят на русском, на английском, на французском. Они доброжелательны, каждому объяснят. То есть наша задача сформировать правильные анкеты, как можно более увесистые, так скажем, да, чтобы максимально идти и доказывать о том, что это действительно потерпевший, а не человек, который рядом с ним был. Это первое. Второе. Заполнить нашу простую анкету, подписать соглашение с нами, оно тоже простое, ну, проверить, соответственно. Но самое главное, не спешите, то есть, вот если такое решение принято, и вы нам доверяете, потратьте, может быть, на день больше, на 2 дня больше, вспомните, возьмите свидетельские показания, то есть, так далее. То есть, сформируйте свое досье как можно более убедительным.
простые доказательства, свидетели, возможно, были, там, сканы, скрины, это все важно на самом деле. И повторю еще раз, американская система правосудия, она предполагает, то есть уровень доверия к людям, к заявителям, тем более к потерпевшим, намного выше. Мы знаем много примеров, когда даже по устным показаниям людей признают потерпевшими в подобных историях. Но чем больше у нас, у Арго, будет доказательств, подтверждений тому, что вы являетесь потерпевшим, тем скорее и быстрее это все пройдет. То есть вы не то, что вы и нам облегчите работу на самом деле, но и увеличите шансы. Вот так я скажу. Это очень важно. Окей. У нас успех, Евгений, я смотрел, у нас на 89 даже было человек Даже на пике. 91. 91 был даже. Да, но у нас на самом деле затянулось. То есть мы целый час как бы рассказывали, отвечали на вопросы. Большой достаточно эфир получился. Я думаю, что мы его обязательно должны выложить где-то на Ютубе, потому что у нас не все смогли полностью посмотреть. Кто-то зашел, посмотрел 10 минут, вышел. Кто-то не смог, просил запись. Плюс у нас есть еще испаноговорящие, итальяноговорящие, португалоговорящие, китайскоговорящие, не знаю, как сказать. В общем, много языковых групп, которые бы тоже хотели бы посмотреть этот эфир для того, чтобы получить информацию. Вот. И так как у нас люди между собой общаются, они смогут эту ссылку передавать, и, соответственно, информация будет распространяться тоже быстро. Вот. Тем более хорошие новости будут распространяться точно быстро. Нет, вот. я вот так сказал, хорошие новости будут, запятая, а дальше уже распространяться быстро. Хорошие новости будут. Нам важно просто, чтобы люди доверили, мы открыты лицом. Я везде выступаю лицом, адвокаты наши тоже, то есть это не какая-то не шарашкина контора. И как можно чаще общаться на простые вопросы с людьми, то есть прям буквально, может, раз в недельку выходить, там, да хоть бы на 20-25 минут, сообщать, там, мы вот собрали столько-то заявок, направили туда-то, сейчас проходим такую-то процедуру, то есть просто в реальном времени людям сообщать, человек зашел быстренько, там, на 10-15 минут, все понятно, это сделали, там, сделали, то есть понимание есть. И видео воспринимается намного проще, вот, чем текст читать. Зашел, посмотрел на скорости там 2.0, что происходит, и все. Я вот так предлагаю, такие пятиминутки такие устраивать раз в неделю, и все. Хорошо. Так, и такой вопрос коммуникационный. С теми заявителями, которые подпишут договор, мы с этими людьми, имеет ли смысл сделать отдельный чат, где они смогли бы общаться? Потому что у нас группа закрыта, потому что очень много спама, мошеннических там сообщений и так далее. У нас чисто я закрыл все эти сообщения, то есть чисто информационные сообщения в нашей группе. Но вот с теми, кто подпишет, то есть кто изъявит желание уже не на словах, а на деле, можем ли мы с такими людьми заключить, то есть предоставить им доступ к какому-то вашему чату, где они смогли бы в том числе задавать вопросы, там, писать, если что-то нужно, переспрашивать. Можем, но я не очень понимаю смысл, а зачем? То есть мы публично это делаем, мы открыто это делаем, у нас нет секретов тайн. То есть нам, наоборот, чем больше огласка, чем шире огласка, тем больше людей может так, что они там делают? Да вот посмотри, они открыты. Нам скрывать-то нечего, нам, наоборот, чтобы люди, вызвать доверие людей, сказать, смотрите, вот мы прошли первый этап, направили заявки, нас проверили, посмотрели. Да, появились проблемы. Да, вот обязательно появится. То есть по обратной связи мы понимаем, что нам надо доработать здесь, здесь, здесь. Значит, принимаем такие-то меры, дорабатываем здесь, идем дальше. И это просто вызывает доверие. Поэтому я предлагаю не закрываться. Нам что скрывать-то? Мы идем, наоборот, лицом, и чем шире огласка, тем больше у нас, тем больше шансов, тем скорее все решится, я так скажу. Поэтому же не надо, мне кажется, мудрить с этими группами. Да, здесь вопрос был не про какую-то приватную группу, которую мы тут продаем. Когда вопрос коснется выплат, тогда здесь да. больше вопрос, знаете, какой? В том, что какая-то информация, она может быть конфиденциальной, и вот в открытых источниках человек, может быть, и не хотел бы эту информацию скрывать, да. Тогда я думаю, что доступна почта, там условно какие-то WhatsApp, контакты, где напрямую человек может задать вопрос. У нас есть Екатерина, у нас есть Ксения, девочки доброжелательно настроены, общительные, то есть они ответить на все вопросы, не смогут дать ответ, обратятся к юристам, в конце концов, ко мне обратятся, мы быстренько дадим ответ. Но это вот все, что связано с общим делом, я предлагаю, наоборот, ширить информацию, пусть люди видят, пусть понимают, что происходит, не стесняться, там, раз в неделю вышли, 5-минутка, там, 10-15 минут, там, по состоянию дела,
на постоянно такое-то число, мы там собрали столько-то заявлений, направили туда-то, получили обратную связь и так далее. То есть мне вот 15-20 минут коротко, чтобы, опять же, вот эти, мы первый с тобой делаем долгий длинный эфир, но в этом нет такого смысла, люди устают. Ну, правда, смотреть всю эту историю. Мы вышли, Мгм. сообщили, там, за эту неделю продвинулись так-то, или там не продвинулись вовсе, потому что, да, человек, о, все понятно, посмотрел на скорости 2.0, окей, парни, там, все, продолжайте работать. Я таким образом предлагаю это делать. Мы переведем этот стрим сегодняшний на много-много языков с помощью искусственного интеллекта. У нас наш Максим умеет это делать хорошо, слава богу, поднаторел уже в этом деле. И будем ширить. То есть нам важно сейчас дать огласку. Вообще огласка и информация, она работает. Ну и правда помогает, и огласка всегда помогает. Мы не знаем, как это выстрелит. Какой-нибудь чиновник посмотрит в США, скажет, блин, да как так-то, уже люди 5 лет ждут, да? Ну то есть мы не знаем, как это устроено, как говорят, во Вселенной, да? Вот. Но в любом случае, как бы Мгм. этот настрой, группа, она, это все равно, это тоже хорошая, мощная энергия, помимо юридических, сухих юридических действий, это тоже хорошая история. Ну, Сергей, с верой у нас в группе все хорошо. Вы видите, Мгм. как бы за 5 лет 2500 Да. человек, они только увеличиваются. То есть, ну, здесь как бы, да, у нас были в начале проблемы в том, что ну, было недоверие. Вот вначале было недоверие, потому что многие говорили, да кого, кого вы там посадите, какие заявления, вашими заявлениями подотрутся и выкинут. Но видите, как все имело смысл, вот, и эффект это достигло, и какой, ого-го, эффект. Вот, что количество конфискованных средств превышает количество запрашиваемых компенсаций. Вот. Я предлагаю на этом завершать. Большое спасибо, что вы вышли сегодня открыто, ответили на вопросы. Я думаю, что еще больше будет каких-то вопросов, может быть, даже в личных сообщениях. Люди ждут, те, кто заполнили анкеты, что вы с ними свяжетесь и, Мгм. соответственно, ну, начнем эту работу. Ну, я бы больше благодарил тех людей, наших участников, которые вот вечер, да, четверг вечер, они уделяют нам внимание этому делу. Я бы их благодарил. На самом деле, повторю еще раз, информация так работает, да, то есть, когда больше людей об этом узнает, это польза для дела. Как это устроено физически, ну, мы не знаем. Но понимаем, что это польза полезная для дела. Поэтому спасибо всем, кто присоединился вечером в четверг к нам. Давай пожелаем всем хорошего настроения, не падать духом, да, то есть нам тут, я для себя просто вижу объем работы, да, он не маленький, но это объем работы, вот, никаких особых, скажем, каких-то нерешаемых задач я перед собой не вижу, будут сложные какие-то неординарные моменты, мы их проговорили уже, ну, как бы, дорогу осилит идущий, поэтому всем пожелаем добрейшего вечера, ну, вот завтра пятница, там выходные, по нам информацию могут смотреть, проверять, соответственно, и Екатерина, Ксения ждут. Доброжелательные девчонки находятся во Франции, английский, французский на хорошем уровне, поэтому не стесняйтесь любыми вопросами, обращайтесь. Мы максимально открыты для всех. Спасибо. Все, ребят, на этом мы заканчиваем. Да, Ждите, всего доброго. да, ждите новостей. Кто заполнил анкеты, ждите обратной связи от ассоциации. Кто еще не заполнил, заполняйте. Мы выставили, что до 7 июня. Давайте мы можем продлить до 10 июня, чтобы мы первую волну запустили. Но не будем сильно растягивать, то есть нам нужно как бы накопить определенный объем, запустить его, дальше мы будем уже там накапливать еще какой-то там пару месяцев, там вторую волну. Нам Да, заявиться, нужно заявиться, что процесс запустился. сделать засечку, что вот есть мы такая организация, мы сразу в первом обращении напишем, что вы не спешите фиксировать, за нами сейчас еще там народ подтянется, да, то есть мы сразу заявим свои права, то есть таким образом, ну, встанем в первую, ну, во вторую хотя бы очередь, ну, вот, но не в пятую, не в десятую. Ну, вот, поэтому таким образом, то есть давай до 10, хорошо, до 10 закрепимся и дальше будем собирать тогда следующих наших доверителей. Все, ждем тогда от вас, от вашей команды, Сергей, переведенное видео, и Да? я еще публикую на испаноговорящих и англоговорящих ресурсах. Да, Максиму только единственное, надо подсказать, на Мгм. каких языках он все сделает. Все, Спасибо. спасибо, всем хорошего вечера. Да, все, всем пока. Дорогу осилит идущий. Мгм.